Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся самой актуальной информацией на 4 декабря 2021 года. Вы знаете, 4 декабря достаточно волшебный, сильный и магический день. Как вы должны понимать, что сегодня и великий праздник, праздник введения в храм Пресвятой Богородицы. Об этом мы более детально далее поговорим. Также в этот день вы можете провести ритуал и попросить у Девы Марии достатка, благополучия и изобилия. Обязательно проведите эту практику, о которой мы далее с вами поговорим. Также уделим внимание лунному календарю. Обращаем внимание, что 4 декабря у нас и новолуние, и у нас с вами солнечное затмение, и закрывается коридор затмений. Достаточно интересное время, поэтому более детально далее в этом видео обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, друзья, давайте начнем с народного календаря на 4 декабря. 4 декабря все мы вместе будем отмечать великий праздник. И это праздник введения в храм Пресвятой Богородицы. По славянской традиции в этот же день зимними играми и катанием на санях празднуют окончательное наступление зимы и называют этот день в народе введение, введенщина или воденье. Посвящен этот день Деве Марии, которую родители Анна и Иоаким привели в 3-летнем возрасте в храм, тем самым выполнив свое давнее обещание. Они очень долго не могли иметь детей, и однажды, после многих дней молитв, отец Марии дал обет, что если у них родится ребенок, то они обязательно отведут его на служение к Богу. Традиционно в день празднования введения повсюду начинают свою работу ярмарки, где можно купить обновку, полакомиться вкусной выпечкой и, конечно же, повеселиться и порадоваться. Однако главное, чему радовались мужчины, что в этот день можно было купить отличные сани на зиму, которые тут же и опробовать. Ведь 4 декабря всегда устраивались катания на санях. Чаще всего в них катали молодоженов. Для этого мероприятия должна была быть в сборе вся семья. Первоначально все вкусно ели за щедрым столом. Затем, где-то в середине обеда, в путь отправлялись молодые. Позже за ними ехали и все остальные. По возвращению молодожены ехали в дом свекрови, где их встречали пышным застольем. Главным угощением стола были булки и бараночки, а также варенье с разными ягодами и фруктами. Невестка кланялась до земли матери мужа, а это был знак благодарности, что ее приняли в его доме. Чтобы холод в следующем году не уложил с болезнью в постель, хозяин дома 4 декабря должен был поприветствовать братьев Морозов. Он топил так печь, чтобы в доме было очень жарко. Девушки в этот день, 4 декабря, тайно освещали воду в храме и давали ее выпить понравившемуся молодому человеку. Считалось, что эта вода приворотная, а благодаря ей парень обязательно влюбится в ту, которая даст ему непростую водицу. Существовало поверье, что 4 декабря нечисть становится сильнее, поэтому может принести вред как людям, так и животным. Для защиты от нее нужно начертить на дверях домов и хлевов кресты, а также обмазать их растолченным чесноком. Двор посыпать маковыми зернами, а после обкурить зельем. Чтобы скот мог противостоять влиянию нечистой силы, животных обязательно сытно кормили. Праздник введения в храм Пресвятой Богородицы еще имеет одно название – введение, так как в этот день умершие могли встретиться со своим телом. Поэтому родственники несли на могилы украшения, на женские могилки бусы или платочки, на мужские пояса и расчески. Обряды, заговоры и ритуалы на введение во храм Богородицы были связаны с торговлей и деньгами.
Рожденные 4 декабря являлись баловнями судьбы, ведь небесные покровители всегда проявляют к ним щедрость. В качестве талисмана им подходит алмаз. Этот камень способен исцелить не только тело, но и душу. Его ношение может избавить владельца от депрессий, фобий, неврозов и нервных срывов. Добропорядочному человеку алмаз подарит мудрость и духовную силу. Конечно же, у наших предков были особые и запреты на 4 декабря. И они знали, что 4 декабря народные приметы говорили и предупреждали их, и в этот день нельзя было устраивать пышные застолья. Считается, что сегодняшнее пиршество может перерасти в большие семейные неприятности. Поэтому поверье рекомендуют 4 декабря приготовить скромный ужин только для членов семьи, где основными блюдами будут рыба. И считалось, что тогда в доме будет и спокойствие, и гармония в отношениях, и выпечка для того, чтобы обеспечить семье достаток. Нельзя в праздник введения в храм Пресвятой Богородицы было стирать, убирать, шить. Также стоит отложить на время и домашние занятия, связанные со значительными физическими усилиями. 4 декабря рекомендуется приготовить легкие блюда, сложить вещи в шкафу, в кладовке, а также вымыть обязательно холодильник, чтобы порадовать домового, который любит порядок и чистоту в доме. И тогда дедушка домовой обязательно оценит усилия хозяев и вознаградит их доброй службой. Запрещалось и сведение, и по Благовещению копать землю лопатой, поскольку земля считалось, что до лета отдыхает и набирается сил. А тот, кто нарушит данный запрет, поплатится за это в следующем году плохим урожаем. Нельзя было и 4 декабря давать деньги в долг. По народной примере деньги не скоро вернут. Есть вероятность, что для их возвращения придется приложить упорство или даже физическую силу, что чревато серьезной ссорой с должником. При невозможности отказать в займе надо вечером было съесть вареное яйцо, и тогда можно будет избежать серьезных проблем по возврату финансов. Запрещено было 4 декабря и кормить домашних животных любым кормом, кроме риса и гороха. Считалось, что так можно уберечь их от болезней и обеспечить тем самым в доме достаток и благополучие. К тому же сегодня не рекомендуется кричать и ругать животинку. Можно ее потерять навсегда. Поэтому лучше к ней проявить ласку и внимание. Тогда зима пройдет спокойно и без проблем. Ни в коем случае нельзя было 4 декабря вести разговоры о ведьмах, нечисти или о других темных силах. Этим можно навлечь на себя беды, горести и нищету. Кроме того, перестанет вести и в карьере и любви. Лучше сразу же пресечь такую беседу, попросив собеседника перевести тему разговора на другую или прекратить общение и отойти от человека, вспомнившего нечисть. И сегодня, 4 декабря, вы можете провести денежный ритуал в этот великий праздник. Вам нужно взять бумажную купюру, но достоинством кратную 5, положить на стол, на котором стоит иконка с изображением Девы Марии. Далее зажгите церковную свечечку и скажите, глядя на нее, такие слова: «Как Матерь Божия в храм вошла, так и мои дела, праведные дела, созидаются. Божьей помощью заручаются, деньги к деньгам умножаются, в кармане увеличиваются». Истина. После этого деньги нужно взять и поднести к пламени. После необходимо нашу банкноту, нашу купюру убрать в кошелек. И нужно так это сделать, чтобы эта купюра пробыла в нашем кошельке до следующего 4 декабря. А следующего 4 декабря поблагодарить за работу и службу эту купюру и использовать ее во благо себе. Вот такой, друзья, у нас с вами день, прекрасный день, 4 декабря. Ну, а далее у нас с вами лунный календарь уже на 4 декабря 2021 года.
Итак, 4 декабря, друзья, у нас ожидает с вами 29, 30 и первый лунный день. Обращаем ваше внимание, что у нас сегодня и новолуние, и сегодня у нас солнечное затмение и коридор затмений. Обращаем ваше внимание, что у нас на канале более детально мы говорили об этих астрологических событиях, которых вам рекомендуем посмотреть, чтобы вы знали о том, что же нужно делать в этот день, как правильно вести себя и что нужно сделать, чтобы в самое ближайшее время ваша жизнь кардинально могла измениться. Итак, друзья, сегодня у нас первый лунный день, и это основа для всего последующего месяца. Этот день в какой-то степени очень похож на Новый год. Планы и мечты имеют высокие шансы сбыться, но только в том случае, если они не связаны с местью, завистью и помыслы ваши будут чисты. Обращаем ваше внимание, что в этот день Луна нам дает возможность улучшить социальное положение отношений с людьми, которые взрослее и старше как по званию, так и по возрасту. И каждый человек имеет возможность достичь успехов материального плана, эффективно выбрать дело или профессию. Но не рекомендуется ограничивать себя общением. Ваша улыбка будет отражаться на лицах других людей светом. Деловитость и лаконичность характерны сегодня для любого вида деятельностей. С осторожностью принимайте все новое и необычное. Цените порядок и надежность. В такое время нарушаются правила, инструкции и законы с минимальным числом. В некоторых делах могут возникнуть нередко различные препятствия, более часто в форме ограничительных предписаний и правил. Обращаем ваше внимание, что 4 декабря это не день для действий. Мы только с вами начинаем новый цикл, и сил у нас, к сожалению, не так уж много. Сегодня лучше обдумать дела, чем непосредственно приступать к ним. Первый лунный день – это самый лучший момент для построения планов и проектов, которые, впрочем, пока стоит держать при себе. Продумайте все в деталях и как можно ярче себе представьте. Замыслы этого дня имеют высокие шансы на то, чтобы все задуманное происходило легко и естественно, без какого-либо напряжения. Сам по себе это достаточно очень такой вот чистый день. Что же касательно финансов, денег, отложите принятие серьезных решений до более благоприятных времен. Сегодняшний день не подходит для деловых вопросов, для ведения переговоров, какой-то коллективной деятельности. Сегодня необходима будет вам помощь в бизнесе, и эта помощь может прийти только из информационных источников. Что же касательно стрижки, то лучше всего стрижку сегодня не делайте, иначе сократите себе жизнь. Первый день новолуния вы еще не накопили достаточно энергии, поэтому постарайтесь беречь свои силы. Берегите не только свое здоровье, но и волосы. Не стригите и не наращивайте их сегодня. Можете заплести волосы в тугую прическу или сделайте как вариант косу, которая не позволит волосам свободно колыхаться по ветру, расходуя вашу жизненную энергию. Даже в народе говорят, что сколько волос срежешь в новолуние, столько лет жизни и потеряешь. Окраска волос натуральными красителями способствует теплым отношениям с коллегами. А чтобы сегодня уберечься от какой-либо негативной энергии, заплетите себе косички. В этот день совершается настройка на космическую энергию, а значит, у человека возрастает интуиция. Что же касательно предупреждений, то хотим сказать вам о том, что сегодня есть повышенный риск опасностей. И обращаем на это внимание, поэтому, пожалуйста, чтобы не было никаких проблем, несчастий, посвятите этот день себе. Побудьте дома, отдохните, примите ванну, порелаксируйте, и это вам поможет в жизни и в дальнейшем. Вот такой, друзья, у нас с вами день 4 декабря, достаточно мощный, сильный и по своему энергетике. Поэтому уделяйте внимание 4 декабря, а мы с вами прощаемся и услышимся уже в следующем видео.